Беспилотник ударил по заводу Роснефти, бойцу ММА выбили глаз в перестрелке, а Дональд Трамп обещает Хамасу ад на земле. Это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Саратовской области. Это произошло минувшей ночью. Глава региона Роман Бусарагин написал в своем телеграм-канале, что в административном центре региона после падения обломков загорелось одно из промышленных предприятий. Местные жители рассказали телеграм-каналу «Осторожно! Новости», что дрон упал на Саратовский нефтеперерабатывающий завод Роснефти. Они слышали звуки пролетающего беспилотника, затем с территории предприятия повалил дым. Около 9 утра Бусарагин отчитался, что возгорание на заводе ликвидировано. Кроме того, дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе. По данным телеграм-канала Мэш, местные жители слышали минимум 11 взрывов в районе авиабазы. Добавим, что с аэродрома в Энгельсе регулярно взлетают самолеты российской армии, чтобы наносить удары крылатыми ракетами по Украине. Минобороны, в свою очередь, сообщила, что в минувшей ночью над российскими регионами было уничтожено 40 беспилотников. Росавиация в целях обеспечения безопасности полетов вводила временные ограничения на работу аэропортов Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Боец смешанных единоборств лишился глаза в перестрелке. Это произошло на юге России, в Краснодаре. О том, что Руслан Крайнов попал в перестрелку, рассказали в пресс-службе местного бойцовского клуба «Нарт». Конфликт произошел возле краснодарского ночного клуба. В спортсмена стреляли двое неизвестных мужчин. Позже они скрылись. Подозреваемые пытались выехать в соседний Ставропольский край. Полиция задержала их на границе региона. В машине нашли пистолет и 19 патронов. Таксист спас пенсионерку от мошенников. Это произошло в Петербурге. Мужчина обратил внимание на подозрительное поведение пассажирки и позвал на помощь. Слушай, остановись, слушай. Не. Остановись, слушай меня. Ее мошенники обманывают бабульку. Позвони в полицию. Не надо. Ее обманывают мошенники. Ты меня слушаешь? Его обманывают. Сейчас вызывают ее на какую-то кассу, чтобы она все деньги сняла, отдала. Водителя такси зовут Акмал Абдулаев. В комментарии изданию 78.ru он рассказал, что заподозрил неладное, когда пожилая женщина не смогла ему объяснить, кто же заказал ей машину. Я говорю, а вы сами вызывали? Она говорит, нет, вот мне этот человек вызвал. А когда она сказала человек, я уже сразу возмущаться, наверное, думаю, какой человек? Обычно говорят, дочь, сестра, мать там. Я говорю, а это чужой человек? Она говорит, да. В Госдуме хотят ужесточить наказание за дискредитацию армии и призывы к санкциям. Как пишет газета «Коммерсант», единороссы Ирина Яровая и Василий Пискарев разработали поправки к Уголовному кодексу. Депутаты предложили сразу отправлять в тюрьму, минуя административный штраф, если будет установлено, что подсудимый действовал из корыстных мотивов. Также введут конфискацию имущества. Инициативу Яровой и Пискарева поддержала правительственная комиссия. Опрошенные газетой «Коммерсант» юристы считают, что новые поправки коснутся прежде всего журналистов, общественных деятелей, адвокатов и политиков. И стоит иметь в виду, что российское следствие, если захочет найти признаки корысти, непременно их найдет. Так, например, движение «Голос» было признано иностранным агентом за перевод 200 рублей от некой гражданки Армении. Вот как прокомментировала проект единороссов юристка УВД-Инфо Ева Левенберг. Цитата. «Достаточно намека на финансовую заинтересованность и обвинение в корысти превращает одно высказывание в полноценное преступление. Фактически, любой перевод денег, гонорар или даже грант могут трактоваться как финансовая заинтересованность, превращая закон в инструмент устрашения и репрессий». Конец цитаты. Дональд Трамп обещал устроить в секторе Газа ад на земле. Именно такими словами 47-й президент США пригрозил террористической группировке «Хамас» в случае, если до субботы из плена не освободят всех израильских заложников. Ранее боевики заявили, что собираются отсрочить возвращение пленных из-за несоблюдения условий перемирия. В ответ армия обороны Израиля привела все свои силы в районе сектора Газа в полную боевую готовность. Подписывайтесь на канал, так это видео увидит больше людей. И подписывайтесь также на наш телеграм-канал, чтобы всегда оставаться на связи, даже в случае полной блокировки YouTube. Счастливо!